Прокуратура Москвы отчитывается о проведенной работе. Участник организованной группы 45-летний Мухаммед Балахов приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство по найму, совершенное еще аж в 2005 году. С учетом позиции государственного обвинения прокуратуры Москвы, он признан виновным по огромному количеству статей, если кратко: покушение на убийство и убийство 3 лиц по найму, совершенное общеопасным способом, организованной группой. Установлено, что Балахов с 3 соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил в преступный сговор с целью совершения убийства криминального авторитета Кардавы. Это было 25 апреля 2005 года. Они приехали на машине к ресторану «Желтая субмарина» в Первом Тверском Ямском переулке, где находился потерпевший, после чего ворвались в заведение с огнестрельным оружием и лишили жизни, соответственно, Кардаву, его знакомого также и личного охранника, устроили перестрелку, а затем с места преступления скрылись. По горячим следам преступления раскрыть не удалось, кстати говоря, хотелось бы узнать почему. Однако было очевидно, что убийство носит заказной характер. Первые 5 лет наказания Балахов будет отбывать в тюрьме, это такое особо тяжелое условие, ну, по крайней мере, то, что мне приходилось слышать, а оставшуюся часть не в намного более мягких условиях в исправительной колонии особого режима. Приговор пока что в законную силу не вступил, но, тем не менее, это знаково, и сейчас действующая в России власть, по крайней мере в лице следственных органов Бастрыкина, очень активно и часто публикует новости о раскрытии старых дел, и это, видимо, относится тоже к ним. Только и остается констатировать. Пишите со своей стороны, что вы об этом думаете. Не представляется ли вам здесь след каких-нибудь этнических банд? Вот мне, по крайней мере, рисуется, но не буду навязывать. Может быть, будет какая-то дополнительная информация. В любом случае, следим за такими ситуациями, событиями и приговорами.